Понимание ценности тишины — это распознавание скрытого сокровища, источника непревзойденной силы. Есть популярная поговорка: «В действиях мы находим истинный смысл, а не в словах». Это подчеркивает, что тишина — это не черта слабых, а характеристика мудрых, тех, кто знает, что настоящая сила заключается не в суете, а в самообладании. В сегодняшнем видео я раскрою вам 7 впечатляющих преимуществ тишины, которые изменят ваше видение мира. Первое преимущество — улучшение наблюдательности и концентрации до уровня величественного орла — это захватывающее путешествие. Рассматривайте тишину не только как отсутствие звука, но и как внутреннее убежище, где ваш разум может наблюдать и впитывать с большей ясностью. Представьте, что тишина действует как изощренная лупа, делая самые тонкие нюансы реальности видимыми. Как лупа раскрывает детали, скрытые от невооруженного глаза, тишина раскрывает более глубокие слои любого опыта. Мудрые стойки, как Сенека, глубоко понимали эту истину. Они видели в тишине хранительницу мудрости, священное пространство, где понимание и восприятие процветают. Когда Сенека говорил: «Тишина — это стена вокруг сада мудрости», он подчеркивал, что тишина не только защищает мудрость, но и создает среду, в которой она может процветать. В вихре повседневной жизни мы часто теряемся в шуме и отвлечениях. Мы упускаем важную информацию на встречах или не слушаем по-настоящему во время разговоров. Такие оплошности могут привести к непониманию, ошибкам и упущенным возможностям. Взращивая тишину, мы вооружаем себя мощным инструментом для захвата этих важных деталей. Тишина позволяет нам быть более внимательными и сосредоточенными наблюдателями, замечая нюансы и детали, которые в противном случае остались бы незамеченными. Представьте каждый момент тишины как возможность отточить ваше восприятие и расширить осведомленность. С тишиной как союзником вы становитесь способны различать сущность ситуаций, лучше понимать людей и окружающий вас мир. Это умение не только улучшает вашу способность общаться и понимать, но и обогащает вашу жизнь глубиной и смыслом, которые ранее были скрыты постоянным шумом повседневной жизни. Итак, овладение искусством тишины — это приглашение исследовать мир ясности и развлечения, который ждет тех, кто готов слушать. Второе преимущество. Достижение исключительного эмоционального контроля — это искусство, которое может быть значительно улучшено благодаря тишине. Это не просто хитрый трюк, но мощный инструмент для самообладания. Представьте себе, что вы находитесь посреди жаркого спора. Здесь тишина становится защитным щитом, обеспечивающим решающий момент для размышления, прежде чем реагировать, тем самым сохраняя контроль над своими эмоциями. Она позволяет вам действовать обдуманно, а не импульсивно. Тишина подобна нажатию на кнопку паузы во время напряженной сцены в фильме, но еще более эффективна, поскольку дает вам возможность поразмышлять о своих чувствах, понять их истоки и оценить, оправданы ли они или нет. Этот процесс самоанализа ключевой для развития эмоционального контроля. Вспомните старый совет сосчитать до 10, прежде чем ответить. Тишина — это ваш способ считать, мысленный перерыв, который дает время для перегруппировки и избежания опрометчивых решений. Кто не жалел о словах, сказанных в пылу страстей? Тишина действует как защитный барьер, предотвращая эти сожаления, предлагая пространство и время, необходимые для тщательного подбора слов. Она действует как фильтр, обеспечивающий передачу только самых продуманных мыслей и выражений. Думайте о тишине как об уздечке, контролирующей диких лошадей. Она дает вам возможность направлять ваши эмоции в желаемом направлении. Тишина — ваш эмоциональный поводырь, удерживающий вас на правильном пути. Итак, примите тишину не как слабость, но как необыкновенную силу для достижения впечатляющего эмоционального контроля. Она становится вашим секретным оружием, гарантирующим, что вы являетесь хозяином своего эмоционального корабля, умело навигацируя даже сквозь самые бурные воды.
Третье преимущество. Сохранение вашей жизненно важной энергии имеет решающее значение, и тишина выступает как незаменимый хранитель в этом процессе. Думайте о тишине как о защитном оплоте, щите, защищающем вашу жизненно важную энергию, настолько драгоценную, как охраняемое сокровище. Каждое произнесенное вами слово, каждое совершенное действие подобно трате монет из этого сокровища. Без тишины это похоже на то, что вы безрассудно расточаете свои ценные богатства. Представьте аналогию с мобильным телефоном с ограниченным зарядом батареи. Вы, конечно, не будете использовать его для незначительных занятий, но скорее сохраните его для того, что имеет существенное значение. Аналогичным образом, тишина приводит вашу энергию в состояние консервации. Стойкие, древние мастера житейской мудрости подчеркивали важность сохранения энергии. Представьте вашу энергию как непрерывно текущую реку. Сенека, один из самых выдающихся стоиков, учил: «Жизнь длинна, если знать, как ею пользоваться». Это подразумевает необходимость мудро использовать свою энергию, относясь к ней как к ограниченному ресурсу. В нашей повседневной рутине обычно теряешься в вихре задач, перебегая от одной проблемы к другой, пытаясь решить все. Результатом часто бывает полное истощение к концу дня. Тогда тишина становится ценным ресурсом для сохранения энергии. Это все равно, что выключить свет, уходя из комнаты, способ сэкономить энергию. Это ваш способ нажать на паузу и сохранить силы для того, что действительно имеет значение. Тишина — это ваша личная зарядная станция, где вы заправляетесь силой, готовясь к более серьезным испытаниям, которые ждут впереди. Поэтому не расточайте свою энергию на мелочи. Цените тишину как стратегию, сохраняющую жизнь, и увидите, как она помогает поддерживать вашу жизненно важную энергию, чтобы столкнуться с настоящими вызовами жизни. Тишина — это путь к неистощимой жизнестойкости и к тому, чтобы всегда быть готовым ко всем путешествиям, которые предлагает жизнь. Четвертое преимущество. Улучшение способности принимать решения — это процесс, который в значительной степени выигрывает от практики тишины. Она действует как поводырь в вашем решении, совершенствуя способность принимать точные решения, подобно мастеру, оттачивающему клинок с большой точностью. Представьте свои решения как части сложной головоломки. Каждый ваш выбор идеально вписывается в грандиозную мозаику вашей жизни. Без тишины это похоже на попытку собрать эту головоломку с отсутствующими деталями или навигацию по бурным морям без карты, рискуя заблудиться. Стоические философы, мастера размышлений, были экспертами по принятию продуманных решений. Эпиктет, один из них, советовал: «Сначала скажи себе, кем ты хочешь быть, а затем делай то, что тебе нужно делать». Это означает, что ваши решения имеют решающее значение в формировании того, кто вы есть и кем вы станете. В суете нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, требующими быстрых решений, как в лабиринте с множеством путей, каждый из которых ведет к другому пункту назначения. Без тишины выбор пути может быть случайным актом, наполненным неопределенностями о том, куда он приведет. Тишина, однако, подобно фонарику в этом лабиринте, освещающему каждую траекторию и позволяющему сделать осознанный выбор. Тишина позволяет приостановиться, поразмыслить и спокойно оценить варианты перед принятием решения. Думайте о ней как о вашей личной лаборатории принятия решений, где вы можете тщательно проанализировать каждый вариант, обеспечивая их соответствие вашим долгосрочным целям и основным ценностям. Поэтому, когда приходит время принимать решения, избегайте поспешности и ненужного риска. Используйте тишину как компас при принятии решений. Вы увидите, как она повышает вашу способность принимать взвешенные и продуманные решения. Это ваш путь к тому, чтобы стать капитаном своей судьбы, уверенно и целенаправленно навигацируя по водам жизни. Пятое преимущество — установление вашего лидерства и уважения. Тишина, подобно скипетру власти, эмблеме вашего авторитета и влияния,
подобно скипетру монарха, символизирующему его суверенитет. Визуализируйте это. В путешествии жизни вы правите своим личным доменом, и тишина — ваш знак власти, знак уважения и силы. Представьте, что вы лидер группы. Когда вы говорите, люди слушают не из обязанности, а из восхищения. Тишина — ваше грозное присутствие, требующее внимания и почтения от окружающих. Стоические философы, мастера мысли, понимали значение лидерства. Как гласит пословица, «С большой властью приходит большая ответственность». Сенека, выдающийся стоик, подчеркивал, что власть требует рассудительности и умеренности. В наших повседневных взаимодействиях мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда мы хотим, чтобы наши слова имели вес, будь то на деловой встрече или в семейном разговоре. Ваши слова должны излучать авторитет и влияние, но если вы говорите слишком много, ваша власть может ослабнуть. Тишина выступает в качестве усилителя лидерства. Это как регулятор громкости на динамике, позволяющий усилить воздействие того, что вы говорите. Когда вы говорите, ваши слова глубоки и влиятельны. Тишина гарантирует, что вы не перенасыщаете своих слушателей, но вовлекаете их своими тщательно подобранными словами. Рассматривайте тишину как инструмент для утверждения своего лидерства. Это то место, где вы учитесь искусству эффективной коммуникации. Вы заслуживаете уважения не объемом своего голоса, а мудростью и властью, которую он несет. Поэтому тишина не является признаком слабости, а символом вашей власти и лидерства. Примите ее как свой скипетр командования и посмотрите, как она повышает ваше влияние и уважение во всех аспектах вашей жизни. Это ваш путь к тому, чтобы стать лидером, которого слышат, понимают и следуют за ним не потому, что он говорит громко, а потому, что у него есть что ценное сказать. Шестое преимущество. Предотвращение недоразумений и конфликтов имеет решающее значение, и тишина является ценным союзником в этом процессе. Она действует как защитный щит, помогая избежать ненужных столкновений и поддерживать гармонию. Визуализируйте жизнь как поле боя, где конфликты — это ловушки, готовые загнать вас в угол. Тишина — ваш щит, защищающий вас от попадания в эти ловушки. Это похоже на игру в шахматы, где каждый ход тщательно планируется, чтобы избежать опасностей. В повседневной жизни тишина — тактическая пауза, которая позволяет отразиться, прежде чем реагировать, значительно снижая вероятность вовлечения в споры. Стоические философы со своей вечной мудростью понимали важность сохранения внутреннего покоя. Есть пословица, которая гласит: «Мудро выбирай сражение». Эпиктет, известный стоик, учил, что это наши интерпретации событий, а не сами события влияют на нас. В повседневных стычках жизни конфликты могут возникать неожиданно, как минное поле, где каждое слово или действие может стать спусковым крючком противоречия. Без тишины можно нечаянно активировать одну из этих мин, создавая ненужные противостояния. Таким образом, тишина становится стратегией предотвращения осторожными переговорами перед вступлением в бой. Она обеспечивает, чтобы вы подходили к разногласиям с ясным разумом и настроем на разрешение, а не эскалацию ситуации. Тишина — мощный инструмент для поддержания мира. В моменты спокойствия можно слушать, понимать и находить общий язык. Тишина строит мосты между противоборствующими сторонами, обеспечивая разрешение конфликтов путем диалога, а не раздора. Поэтому тишина — не проявление покорности. Это стратегический выбор в пользу сохранения мира и гармонии. Примите ее как щит против ненужных столкновений и наблюдайте, как она способствует более мирным и конструктивным взаимодействиям в вашей жизни. Это ваш путь к тому, чтобы стать дипломатом спокойствия, избегая конфликтов и способствуя взаимопониманию и единству. Седьмое преимущество — получение большего уважения. Тишина — ваш инструмент для достижения уважения, ваш способ продемонстрировать, что вы достойны того, чтобы вас услышали.
Представьте, на обширной сцене жизни уважение — это ваши овации, а тишина — ваше выступление, достойное этих аплодисментов. Вспомните старую поговорку. Действия говорят громче слов. Тишина — ваше действие, недвусмысленный знак самоконтроля, который вызывает уважение. Стоические философы, почтенные мудрецы древности, понимали важность уважения. Следуя девизу «учить примером», они считали, что, живя добродетельно и применяя свои принципы, уважение станет естественным следствием. В нашей повседневной жизни уважение подобно валюте доверия и восхищения. Это то, что вы зарабатываете последовательной практикой того, чему вы учите. Без тишины ваши слова могут потерять силу, а ваши действия потеряться в шуме. Тишина становится вашим усилителем уважения. Это как прожектор на ваших действиях и словах, заставляющий их ярко сиять. Когда вы говорите, это не просто шум. Это заявление, требующее внимания и уважения. Рассматривайте тишину как путь к завоеванию большего уважения, где вы показываете, а не рассказываете, кто вы. Ваша сдержанность, уверенность в себе, мудрость и зрелость становятся очевидными для окружающих, и уважение естественным образом следует за этим. Таким образом, тишина — это не исчезновение на заднем плане, а выделение и заслуженное уважение. Примите ее как инструмент для завоевания уважения и посмотрите, как она превращает ваши действия в мощную демонстрацию вашего характера и принципов. Это ваш путь к тому, чтобы стать человеком, который вызывает восхищение не громкими заявлениями, а спокойным и влиятельным присутствием. Если у вас когда-либо бывали бессонные ночи, 3 часа утра, когда вы сомневаетесь, хватит ли у вас энергии, чтобы столкнуться со следующим днем, знайте, вы не одиноки. В эти моменты вспомните о важности стоицизма. Запомните, принятие настоящего крайне важно. Жизнь часто бросает нам вызовы, заставляя чувствовать, что мы одновременно жонглируем многочисленными задачами, неся на плечах тяжесть всего мира. Однако жизненно важно помнить, что сила преодолеть эти трудности заключена в настоящем моменте. Марк Аврелий, известный стоический философ и римский император, учил, что истинная сила заключена в контроле над нашим разумом и реакциями, независимо от внешних событий. Сосредоточившись на настоящем моменте, мы можем принимать решения, согласующиеся с нашими ценностями, находя покой в хаосе. Когда вы чувствуете себя подавленным, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на текущем моменте. Принятие настоящего — это не просто выживание в трудные дни, но процветание в них, наращивание жизнестойкости, мудрости и силы в каждый момент. Практиковать благодарность даже в повседневных трудностях необходимо. Сосредоточение на том, чего нам не хватает, на упущенных возможностях и, казалось бы, непреодолимых проблемах, может быть изнурительным. Однако благодарность может изменить наш взгляд даже на самые мрачные дни. Уделяя минутку, чтобы оценить хорошие вещи в нашей жизни, мы не только обретаем душевный покой, но и закладываем прочный фундамент жизнестойкости перед лицом невзгод. Сенека, выдающийся стоический философ, подчеркнул, что истинное счастье заключается в наслаждении настоящим, не чрезмерно стремясь к будущему. Ценить то, что у нас уже есть, будь то привязанность друзей, комфорт дома или простые радости жизни, как чашка чая, имеет решающее значение. Воспитание благодарности — это не просто признание хороших моментов, но и нахождение красоты в трудностях. Каждое испытание — это шанс расти и учиться. Итак, когда все складывается нелегко, уделите минутку, чтобы выразить благодарность. Эта практика не меняет ситуацию, но меняет наше к ней отношение, что часто имеет большое значение. Развитие внутренней силы жизненно необходимо в путешествии жизни, подобно навигации по обширным и непредсказуемым морям. Как спокойные дни, так и свирепые штормы испытывают наше существо. Именно в этих штормах наша внутренняя сила становится величайшим благом, обеспечивая духовную стойкость, умственную силу и эмоциональное мужество.
Это тихий шепот среди хаоса, который вдохновляет нас продолжать чуть дольше. Эпиктет, стоический философ, по-настоящему уловил сущность жизнестойкости, выразив, что дело не в самих событиях, а в том, как мы на них реагируем. Внешние события могут казаться угрожающими, но они имеют власть над нами, только если мы позволим это. Развитие сильного внутреннего стержня требует постоянных усилий. Это означает ежедневно делать выбор в пользу мужества и рассматривать трудности как возможности для роста. Это постоянная приверженность мудрости, извлечение уроков из опыта и понимание того, что каждая неудача на самом деле является уроком в маскировке. Взращивая эту внутреннюю силу, мы готовим себя не только к преодолению жизненных штормов, но и к достижению горизонтов, которые ранее казались недосягаемыми. Полноценная жизнь определяется не отсутствием трудностей, а способностью преодолевать их с помощью жизнестойкой внутренней силы. Практика терпения подобна наблюдению за распусканием цветка. Нет спешки в его раскрытии красоты, медленно, лепесток за лепестком, обнажая свое великолепие в нужное время. Как и цветок, наша жизнь имеет свой ритм, в котором вещи должны происходить. Терпение — это искусство ожидания с целью, признавая, что каждый момент имеет свою ценность. Практикуя терпение, мы не просто ждем, но и активно готовимся расти и развиваться. Это принятие того, что придет нужное время, и мы будем готовы его встретить. Когда возникает нетерпение, вспомните распускающийся цветок и плавно текущую реку. Знайте, что ваше время придет, и оно того стоит. Понимание того, что находится под нашим контролем, жизненно важно. Жизнь можно уподобить бурной ночи с громом и молниями, пытающимися сбить нас с ног. Хотя мы не можем контролировать шторм или траекторию молний, мы можем выбрать зажечь свечу и найти убежище, оставаясь твердыми в том, что держит нас стабильными. Эпиктет напоминает нам, что хотя мы не можем выбирать наши внешние обстоятельства, мы всегда можем выбрать, как на них реагировать. Мы тратим много энергии, беспокоясь о вещах, находящихся вне нашей досягаемости, а о том, что мы не можем изменить, как бы сильно ни старались. Мы должны сосредоточиться на том, что можем повлиять. Наших реакциях, эмоциях и решениях. Это те свечи, которые мы зажигаем против темноты. Поэтому, когда начинаются жизненные штормы, помните, что у вас есть сила выбора. Вы не можете остановить дождь или заставить замолчать гром, но вы можете решить, как танцевать под дождем или укрыться от шума. Осознание того, что находится под нашим контролем, освобождает. Это первый шаг не только к тому, чтобы пережить бури жизни, но и процветать в них. Как только наступит рассвет, вы обнаружите, что шторм не был главной историей. Важно было то, как именно вы решили ему противостоять.